I'm going to start to correct him immediately because I was not vice president of the VA. I wish. I was just an employee. I was ambassador in Europe for American craft beers. That's what it was. Not vice president. That sounds too good. Да, правильно, он меня поправляет, что, конечно, он бы очень хотел, но сейчас, никогда-либо он не был вице-президентом, он, собственно, бренд-амбассадор вообще американского крафтового пива, тот человек, который продвигает его для Европы, ну, теперь и для России. Yeah, so this next half hour, we're going to talk a little bit about American craft beer evolution, and of course the two breweries that represent Sierra Nevada and founders. Соответственно, в следующие полчаса надеемся, что мы с вами поговорим, и, соответственно, Андрес расскажет немного про американское крафтовое пиво и, соответственно, про такие пивоварни, как Founders и Sierra Nevada. So, American craft beer evolution is kind of very young still. They've been brewing for a long time, but of course they didn't come up with it themselves. They copied from the colonies, Germany and Belgium and so on. Конечно же, да, крафтовое, в общем-то, пиво, крафтовая революция, крафтовое развитие в Америке, оно давно не молодое, оно происходит достаточно давно, но первоначально вся эта история, в общем-то, все корни растут из классического пивоварения. Это Англия, Германия и Бельгия, соответственно. So it's changed quite a bit over the years. So in 1900, there was over 3,000 breweries in America. За последнее время, соответственно, конечно же, она достаточно изменилась и 1900. Yeah, 1900. В 1940 году, соответственно, how much? 3,000. 3000, собственно, да, пивоварен существовало и на тот момент. And of course, we had two quite big incidents that happened between 1900 and 1945. And by that time, because of the world wars, all the breweries had kind of ceased the production. So they ended up about 35 by the end of the 40s. Соответственно, после 40-х годов, как всем известно, началась Вторая мировая война, и ряд этих пивоварен, они, собственно, закрылись и прекратили свое существование. И где-то к 1955 году осталось всего 30-40 пивоварен действующих. От себя добавлю, что большая часть из них переквалифицировалась в производство неалкогольных напитков, которые были схожи по процессу производства. So the first slide I'm going to show now, if this works. Hey, it worked! Yes. No, come on, stay there. Okay. So this is the numbers now from 2016. So they're about 6 months old, but not that much has changed. The general beer sales in America did not grow. It was flat, it was 0%. Whilst craft beer and imported beers, as you can see, grew by 6.2 and 6.8%, which is quite good. Собственно, эта инфографика, эта статистика имеет давность где-то полугодичную, но, в общем, достаточно актуальна. Это данные за 2016 год от, собственно, той самой ассоциации Brewers Association, собственно, той самой ассоциации крафтовых пивоварен по продажам, по росту продаж пива и крафтового пива, в частности, в Америке. В целом сегмент пива не вырос совсем, но сам сегмент именно крафтового пива вырос на 6,2%, и просто импортного пива вырос на почти 7%, 6,8%. And this is because, of course, the big boys, Budweiser, AB, InBev, Molson Coors, their sales are going down, but the craft is growing nicely. Ну, собственно, это происходит по той причине, что основные игроки это такие, как InBev, Miller's, Coors, ну, в общем-то, то пиво, которое пьют сейчас во всем мире, в общем-то, по всей Америке, это крупные, огромные пивоваренные заводы, они, собственно, не растут, но зато растет мелкое крафтовое пивоварение. In 1980, when Sierra Nevada opened, there was less than 0.1% craft beer in America. В 1980 году, когда, собственно, такая пивоварня, как Sierra Nevada, появилась на свет, открылась, всего лишь 1% рынка занимала крафтовое пиво. 10 years ago, 2007, about that, there were about 3.5% of craft beer. Через 10 лет буквально 3-3,5% всего американского рынка заняло крафтовое пиво. Чтобы вы понимали, ну, представляете, что такое Америка, что такое их рынок пива.
And as you can see from the graph here, 12.3% was the whole craft sector last year. So in 10 years it's gone skyrocket kind of thing. Собственно, да, как видно, опять же, из инфографики, очень сильно растет крафтовый сегмент за последние годы. And this is a trend that I see all over the world at the moment, whether it is in Europe, that's in Brazil, that's in Japan, Russia, it's just growing. Ну, собственно, как видит Андрес, как показывает статистика, это, сейчас, наверное, основной тренд по тому, что крафтовый сегмент, крафтовое пиво, продажи, его производства растут не только в Америке, они растут по всему миру, там, в той же Бразилии, теперь, собственно, и в России. So, to the next one. There we go. There. So this number is a bit low now, but for the last 10 years, the export of American craft beer has grown very, very nicely. It's only 0.4 to Europe. That number used to be over 10% up to about 2 years ago. Then people in Australia found it, and Japan and Asia, so their number has gone up and our number gone down. Ну, собственно, эта инфографика транслирует нам, показывает процентный рост, процентное соотношение того, как крафтовое американское пиво экспортируется по всему миру. К сожалению, в Восточную Европу прирастает оно очень слабо, пока что всего лишь 0,4%, зато в Японии и в Австралии пиво распробовали, и оно начало прирастать десятками процентов. And I hope that Russia, you guys, you need to help me with this, to get that number up for Russia, so we get a Russian number on there as well in the next couple of years with a couple of percent. Can we do that? Ну, соответственно, да, Андрес надеется, что вы, ребята, сможете помочь крафту расти в России, прирастать, в общем-то, становиться популярным. В общем-то, вы те, кто пришел сегодня, может этому помочь. Okay. So, do I have your help with that? Are you okay with that? Как вы готовы к этому вообще? Хотите этого? Sweet. Good stuff. We're ready. Yeah, we're ready. So, we were talking about before numbers of breweries. So in 1980, when Sierra Nevada opened, there were 42 breweries in the whole of America. And we're talking big breweries to small breweries. And we clocked out at 5,234 craft breweries last December. Да. Собственно, когда открылась Сьерра Невада в том же самом 80-м году, всего лишь существовало 42 пивоварни в целом, и больших, и крафтовых, каких угодно. В принципе, они все составляли американский пивной рынок. Собственно, за прошедшие годы, к 2016 году, на территории Америки существует 5234 пивоварни. I know the numbers here looks a bit funny. It looks very big numbers, but America is a big country, same as Russia, very big. And if you look at countries like England, they have more breweries per head than Americans do. Собственно, да, как вы можете посмотреть, такое количество, оно вызывает, не знаю, шок, может быть, удивление, но как бы Америка, она очень большая, соответственно, исходя из этого соотношения, такое количество, оно нормальное. Но если брать соотношение к проживающему населению, то в Англии получится даже больше. Yeah, and you can see from the progression from 1980 of 42 to the 5,000, a lot of breweries around the world has been inspired by the Americans. Not that they brewed their own styles, but they actually reinvented the wheel. Соответственно, за это прошедшее время, за десятилетия, американскими крафтовыми пивоварнями были вдохновлены множество европейских, вообще мировых, других, скажем так, пивоварен в других странах. Может быть, не изобрести что-то новое, не изобрести какие-то свои стили, но переделать, переосмыслить то, что уже сделали американцы, и, соответственно, сварить в своем понимании. So we go to the next one. There we go. Brew Association, then. The organization I work for. Ah, there we go. Stop pressing too hard. The Brew Association, where I worked for a couple of years with, it's a non-profit organization to help all American brewers. We're talking about labeling, export laws in different states, because like here, each state has its own little laws inside, even though they're the same country. Very different. So one state
you can put the ABV, the percentage, on the label. The next one you can't, because then you can calculate how much you can drink before you drive. Соответственно, Brewers Association, так называемая ассоциация крафтовых пивоварен Америки, это некоммерческая организация, крупнейшая в Америке, которая является, скажем так, главным выразителем мнения, главным охранителем. Можно вопрос, а кто финансирует в Америке вот эту организацию? Non-profit, она, донаты. Government. Да, соответственно, взносы и правительство, да. Соответственно, как она считается некоммерческой и, в общем-то, является покровителем всех крафтовых пивоварен в Америке, выражает их интересы от штата к штату, помогает с продажами, помогает с развитием, потому что, как известно, в отличие от России, от штата к штату законодательство различается очень сильно. То есть в одном ты можешь писать алкоголь в определенной степени, в другой нет, свои моменты. Еще и лоббирование в правительстве. Да, да. В том числе и разницу в акцизах. Они буквально крафтовых меньше акциз. Буквально месяц назад они собрали там десяток тысяч человек на своем митинге. And as I said, they help out with all of these different things. But 10 years ago, or 12 years ago now, they were almost bankrupt, even though they were non-profit. They could not go on. Now they're one of the most healthiest organizations in America, thanks to their 5,000 members plus, and they're making millions. The Great American Beer Festival in Denver every year, it's in 2 days, well, 3 days, but very, very short hours, is 49,000 people to visit it. Соответственно, как здесь уже правильно говорилось, что по той причине, что эта организация некоммерческая, буквально 10-12 лет назад они были на грани банкротства. Но в данный момент эта организация является одной из самых успешных некоммерческих организаций в Америке, зарабатывая миллионы, десятки миллионов долларов на проведение различных мероприятий, таких как Великий Американский фестиваль пива, или Гигантский, как его можно перевести, в общем-то, крупнейший фестиваль пивной в Америке, который может собрать за 3 дня до 45 тысяч человек. Хотя проводится не то чтобы долго по временным рамкам. Нет, имеется в виду, что 3 дня всего лишь, что 3 дня он собирает. В Казани сейчас 2 дня, And I said 49,000 people in those 3 days, and each ticket is about $170 each. So it's a lot of money they rake in. So yeah, as you can see at the bottom there, their purpose is to promote American craft brewers, their brands and so on in all of their aspects, talking to suppliers and laws and everything. And I don't know if you have an association in Russia yet, do you? I think somebody should start that. It works. It has helped the American brewers grow like, yeah, rocket. It's unbelievable. Ну, соответственно, подытоживая, в пивоваренном мире Америки, в крафтовом мире Америки, это самая влиятельная организация, которая лоббирует кучу интересов крафтовых пивоварен, дает им развиваться. Соответственно, Андрей спросил, есть ли у нас организация в России такая, ну, насколько мне известно, что у нас этим таким образом не занимается. Ну, это немножко иная организация. И так многозначительно молчал, да. Соответственно, к сожалению, нет. Как он говорит, может быть, кто-то из вас может начать что-то такое. So about 15 years ago, people were asking what is craft beer, because it was microbrewed and it was regionally brewed and so on. So the Brewers Association put together a definition. Соответственно, 15 лет назад, да, люди вообще спрашивали, что такое крафтовое пиво, потому что, ну, не существовало его конкретного четкого понятия. И именно ассоциация смогла его дать, смогла его определить. And there are 3 criteria, and we're talking about American defined craft brewery, not European, not Russian, not Swedish, not English, American. So you have to be small, which means that you have to produce less than 7 million hectoliters per year. Ну, собственно, первый критерий – быть маленьким, скажем так, но маленьким здесь понятие очень растяжимое. Ты можешь производить не более 7 миллионов гектолитров пива в год. Для непонимающих в литрах это, да, 7 миллионов литров в год. It's quite funny, when we started introducing this in Europe about 8 years ago, really presenting this, breweries all over Europe
German breweries like Spaten and Veltins, and you have Fuller's in England and so on. And we're craft. We don't do 7 million Ну hectoliters. да, соответственно, когда представили это понимание, это определение европейским пивоварням, крупным, таким как всем известный Шпатен или Фуллерс, они, в общем-то, с спокойным сердцем заявили, что ну, мы тоже тогда крафтовые, мы тоже можем называться крафтовыми, потому что мы столько не производим. I think Spaten last year did about 5 million hectoliters, I think was the number. Шпатена последняя цифра это 5 миллионов гектолитров в год. And Fuller's did 310,000 hectoliters. Соответственно, да, Фуллерс 3 миллиона 200, соответственно, крафтовые маленькие пивоварни. And of course, yeah, a little bit more. And the second part is you have to be independent, which means that no outside force, outside the craft brew industry, like investment banking or advisor, can own more than 25% of your brewery. Соответственно, второй критерий быть независимым, это независимость, соответственно, не более чем 25% пивоварни должно принадлежать либо крупному пив-гиганту, крупному игроку на пивоваренном рынке, либо какому-то инвестиционному фонду или другим богатым организациям. Ну, получается, да? Но, как он правильно еще в первом предложении оговорился, это пока что работает только для американского рынка. And of course, number 3 is that you have to be traditional in production. You have to use traditional methods and not use too much corn or maize into your beer to make it taste crisper. Yeah. So you need to be innovative and a bit more friendly towards the whole industry of suppliers and everything like that. Третье, соответственно, это так называемая традиционность. Пивоварня должна, первое, использовать традиционные методы варки, использовать традиционные ингредиенты, как можно меньше, конечно же, кукурузы, предположим, маиса, которые используются в массовых дешевых американских лагерях. Но опять же, повторюсь, это для Америки больше актуально. И на самом деле такой основной критерий третьего понимание это то, что пивоварня должна быть открыта, она должна быть в контакте всегда со своим клиентом, со своим потребителем. And I'm not sure if you know, but in Belgium you have the Trappist logo. So it's for only 8 breweries, 9 breweries in the world now that can have the Trappist, called them Trappist. Ну, соответственно, все знают, да, что в Бельгии существует так называемое тропистское пиво, которое варится монахами, и, соответственно, в мире сколько их сейчас? 8 или 9 представлено? 12 даже, по-моему, 12 now, okay. Которые могут, собственно, да, ставить на свою продукцию лейбл, так сказать, маркировку того, что они прописаны. And that new upside down bottle, I don't know why they put it upside down bottle was introduced 2.5 weeks ago for the American brewers to say that we are independent craft brewery. Соответственно, по данному пути ассоциация пошла, и они буквально 2-3 недели назад, 2,5 недели назад предложили вот такой вот лейбл, такую сертификацию, обозначающую, что пивоварня является крафтовой, соответственно, совпадает все вот эти вот требования. И да, как он спрашивает, интересно, почему они бутылку перевернули, ну, так не захотелось. So as I said, this is the American definition of craft beer. I think that is kind of depending on where you are in the world, but I think as long as we do great beer with the intention of not kind of doing shortcuts, actually do the craft right, I think we can call ourselves craft beer. Соответственно, еще раз повторяемся, что это определение конкретное, оно пока что, конечно, работает только для Америки, собственно, имеет законный статус только там, но, тем не менее, в Европе его можно тоже применять, то есть то пиво, которое варится с максимальным вкусом, с максимальной какой-то историей, с пониманием того, чего они варят, соответственно, мы можем тоже назвать крафтовым. So, let's leave the Brewery Association and go to Founders Brewery. Actually started 20 years ago, so they're celebrating their birthday, and we're going in October. They started by 2 guys who met in college over their love for beer and home brewing, and they decided that, hey, we like this, why don't we try this full on? Соответственно, переходим к первой представляющейся пивоварне.
называемый Founders Brewing Company. Соответственно, в этом году пивоварня празднует свой юбилей 20-летний. Основаны они были аж в 1997 году двумя друзьями, моими студентами Дэйвом Энгерсом, друзья еще с студенческой скамьи, которые решили варить пиво. Собственно, почему бы и нет, потому что мы его любим. Мы должны это делать хорошо и вкусно. And the original name for the brewery is now known as Founders Brewing Company, but it was actually known from the beginning as Canal Street, because on that street in Grand Rapids, where it is, was several breweries in the good old days before 3000. Yeah. And but they actually became known as Founders because of that label you see there at the bottom, the green one, because that is the founders of the first original brewery in Canal Street. So they put it Founders Pale Ale, but everybody then started saying, oh, let's have that Founders beer. Первоначально, на самом деле, пивоварня называлась не Founders, кстати, да, что было понимаю, Founders переводится дословно как основатели на русский язык. Соответственно, первоначально они назывались пивоварней с Canal Street. Canal Street — это та улица в городе Гранд Рапидс, откуда, собственно, пивоварня и происходит, это штат Мичиган. В 19 веке на этой улице существовало огромное количество пивоварен, которые, ну, скажем так, формировали ландшафт пивоваренный штата и окрестности его. Соответственно, в честь их они и обозвались. И на самое их первое пиво, Founders Pale Ale, на его обложку, на его этикетку, они на ней, точнее, изобразили, собственно, тех самых людей, которые были одними из первых, тех, кто основал первую пивоварню, собственно, в Grand Rapids. And today in Grand Rapids, when they opened, they were the first brewery back in Grand Rapids in 1997. And now there's 19, if not 21, actually, there's two that are about to open. They might have opened. Yeah, 19 for sure, I know. But there could be two more that could have opened last week. In the Grand Rapids, there was one brewery 20 years ago. Now there's 21. Да. Соответственно, буквально 20 лет назад, да, в Гранд Рапидсе существовало, вообще ни одной пивоварни не существовало. В тот момент, когда они открылись, они были первыми и единственными, в общем-то, одна из причин их успеха. Вот. Сейчас, по последним данным, 21 пивоварня базируется в Мичигане, в окрестности Гранд Рапидса. And the city, Grand Rapids, has just about 100,000 people. 100,000. Small. Да, собственно, Гранд Рапидс очень маленький город. 100,000. Гранд Рапидс? That's all. Not a million. 100. Ну да, собственно, 100 тысяч человек, получается, всего лишь живет в Гранд Рапидсе. Маленький город. And after about 4 or 5 years, because they were trying to do beers like everybody else, they almost went bankrupt. So when they had no money left, they said, to hell with it, we're going to brew what we want to drink. So they brewed a lot of strong beers, heavy beers. And all of a sudden, boom, fame came. В какой-то момент, когда пивоварня мужа, так скажем, приобрела некое развитие, насколько мне известно, это был 2002-2003 год, они пришли к тому моменту, что варили то пиво, которое варили, в общем-то, все вокруг. Это были Pale, IPA и так далее. Соответственно, они практически к банкротству в тот момент, потому что пиво плохо продавалось. Соответственно, они решили, что им надо начать варить что-то вызывающее, что-то крепкое, что-то необычное. Соответственно, начали это делать, и пивоварня пошла вверх. Yeah, just best. Да, соответственно, это, если кто-то пил, может быть, слышал, такое пиво, да, было произведено названием Dirty Bastard, грязный ублюдок, да, Scotch Style Ale, который вывел, так скажем, на новый уровень. So from a brewery that was almost bankrupt 15 years ago, they now almost 1.1 million hectoliters production. Yeah, for now. Соответственно, чтобы понимать... Again, I'm just pressing the right button. There we go. Could you start it there again? There, next one. That one. There we go. Можно кто-то помочь с компьютера? С компьютера, человек с компьютера.
вернуть назад на КБС слайд. KBS. Назад, на Founders опять. Назад, еще назад, еще назад, еще. That one. Да, все, There we небольшой go. его сделать. So the breakfast stout. So they managed to get a hold. These Founders was one of the first in the U.S. to start using bourbon barrels to mature beering. So they decided that this breakfast stout is so fantastic. How do we make it even better? They put it a year, 12 months, into bourbon barrels. So it gets a little bit of a hum of the oak and a little bit of vanilla in the background on it. And it's almost 12% as well. It is one of those cult beers that when we start selling it in England, for instance, everybody asks us for about 9 months, when are we getting KBS? When are we getting KBS? Следующий сорт, так называемый Kentucky Breakfast Stout или KBS, сокращенное название, это проапгрейженная, скажем так, версия Breakfast Stout. Ребята его всегда любят пить, соответственно, в тот момент они стали одними из флагманов в Америке, тех, кто начал выдерживать пиво в бочках из-под бурбона. Соответственно, пили они Breakfast Stout, он им очень нравился, но было принято решение сделать его еще лучше. Соответственно, выдержать в бочках из-под бурбона. Было это сделано, выдерживается он в течение 12 месяцев. Соответственно, делается относительно небольшими партиями, как он здесь описал, когда они впервые его поставили в Англию. Каждый месяц, да, они, собственно, просили еще, когда он будет, а выпускается он на самом деле все лишь раз в год, в марте-апреле. And they only brew this once a year, so it's very limited production on it. So what we get to Russia is small volume, so make sure that you treasure it. Соответственно, как я уже сказал, да, выпускается он в очень ограниченных количествах, всего лишь раз в год, поэтому в Россию, опять же, попадает тоже в достаточно ограниченном количестве, так что успейте, как говорится, попробовать. The breakfast stout, the standard one, is a good beer to age, but KBS is fantastic to age. It lasts for 25 years. Соответственно, если Breakfast Stout является практически идеальным пивом для выдержки, может достаточно долго держаться, становится лучше, то КБС является практически совсем идеальным пивом, может выдерживаться до 25 лет срока. Ничего с ним не будет, станет только лучше. Old beer doesn't always mean bad beer. Соответственно, да, как есть стереотип, что старое пиво это плохое пиво, это не так. So I highly suggest you go out and let Andre get you to try both of these beers. There we go. Соответственно, да, тоже его сегодня можно попробовать. И переходим мы ко второй пивоварне Sierra Nevada. So Sierra Nevada, as I said before, was one of the pioneers. It started in 1980 and was one of the first to really kickstart the whole craft beer. Yeah, go faster. It was founded by Ken Grossman and his friend Paul. 1997, Ken bought Paul out, so Ken is now 100% owner of the second largest craft brewery in America. Соответственно, Sierra Nevada это, скажем так, пионеры вообще всего крафтового пивоварения Америки. Те, кто, по сути, ее начал массово. Основаны они аж в далеком 79-80 году двумя друзьями, один из которых зовется Кеном Гроссманом. В 97 году его партнер Роб, Пол. В 97 году Пол, соответственно, покинул компанию, да. Сейчас Кен Гроссман является ее единоличным владельцем. And in 1980, when he launched the Pale Ale, people said he was crazy because it was too strong in alcohol and it was too bitter. It will not last 6 months. В 1990 году, когда они сварили, собственно, свой Pale Ale, для публики это было что-то шокирующее, потому что, во-первых, он был слишком крепкий для того времени, слишком горький для того времени, потому что, в то время варились маслагеры, которые не были. Now, 37 years later, he's one of the 2 billionaires in American brewing.
Спустя, собственно, да, все эти годы, получается, там больше 30 лет прошло, всего лишь 2 миллиардера в крафтовом пивоварении американском. So, Это, собственно, Гроссман и его партнер. yeah. And it's still family owned. So Ken runs the brewery on the West Coast, the original one, together with his daughter Sierra. She was born before the brewery. And Brian, his son, runs the second brewery in North Carolina. Соответственно, Сьерра-Невада остается до сих пор семейной пивоварней, семейно управляемой. Одной пивоварней в Калифорнии, в Чико, управляет, собственно, сам Кен Гроссман и дочка его, которую зовут Сьерра. А в Северной Каролине его сын управляет. And I'm showing this picture as well because it's quite interesting, because they are one of the most environmentally friendly breweries that you can think of. They do 100% of their own electricity. Сьерра-Невада, помимо всего прочего, помимо своего легендарного статуса, является одной из самых экологически чистых, экологически френдли, так скажем, пивоварен, потому что основную часть своей энергии она получает из солнца, от солнца. And all of their raw materials that they can recycle, they recycle 98.9% of everything. Собственно, также они, есть такие цифры, практически 100% своих банок, своих жестяных этих банок, которые пиво разливают, они перерабатывают потом. And for the spent grain from the brewing, they send that to the university in town to give to the cows. The grist, the malt, spent malt. Все, понял. Собственно, да, переработанную дробину они также потом отдают на всякие, собственно, благие цели в университете. Yeah. Собственно, в университет, да. Because they have their own cows and sheep and so on. Ну, собственно, потому что они имеют свою ферму. Yeah, so they кормить животных. So they eat this, and then they do their business, and the manure goes to their hop field. Собственно, да, владельцы, они имеют свою собственную ферму для хмеля, хмелеводчество, короче, если по-русски. And when the cows and sheep are ready to be killed, they sell it in the restaurant. They sell the meat in the restaurant, like the brewery. Full circle. Ну да, собственно, также ферма у них является, когда они убивают тех коровок, овечек, они отправляют их в рестораны свои. So we'll go to the beer now then, I hope. Yeah, there we go. So the beer that launched the American craft beer revolution, the Sierra Nevada Pale Ale. What? No, today. No, but I'll talk about it anyway. Unfortunately, we don't have it on the floor because somebody thought it would be a good thing for the after party tonight, so we can drink it anyway. This beer changed the world, I said. This was the one that was too high in ABV, too bitter, and would not sell. Соответственно, да, первый основной сорт пива, это Pale Ale, это пиво, которое запустило всю крафтовую революцию, как уже говорилось, было первым коммерчески успешным, массовым, охмеленным и достаточно крепким сортом. So this beer introduced hops to the drinker in America and then worldwide as well. And Sierra Nevada use only whole cone hops, no pellets, no extract. Oh, that's all I hope. Соответственно, да, это было первым в мире крафтовым пивом, которое продемонстрировало миру, общественности всю мощь американских, североамериканских хмелей, таких как Каскад. Соответственно, было, наверное, наиболее охмеленным в тот момент. Никто другого такого не делал. And this is still their best-selling beer, and after 35 years in the market, it's still the best-selling pale ale in America. Ну, соответственно, на протяжении 35 лет, по прошествии даже 35 лет, это остается самым продаваемым pale ale в Америке и самым продаваемым пивом. If you ask 100 American brewers if you would drink a beer outside your own brewery, 95% or 95 of them will say they would drink Sierra Nevada. Если вы спросите одного из многих тысяч пивоваров Америки, какое пиво они пьют за пределами своей пивоварни в свободное время, они скажут, 95% из них скажут, что это Pale Ale. So we need to move on a little bit. So we go to the Torpedo, which is on the floor. You can drink that. Это можно сегодня попробовать. Pale Ale, к сожалению, нет, но торпедо можно. So Sierra Nevada took a long time to produce an IPA.
proper IPA. But that's because Ken was not happy with any of the recipes, so until he came up with the recipe for torpedo. Да, соответственно, Sierra Nevada является наиболее классическим, наиболее таким основным производителем классических IPA, и как он в прошлой реплике сказал, они используют преимущественно цельный хмель, то есть не в гранулах, а именно просто высушенные шишки хмеля, да, шишковой хмель используют. И, соответственно, вот это вот один из таких примеров его использования за счет такого средства, как торпеда. And the name torpedo comes from those cylinders you see there. The original one was actually lying like down, so it looked like a torpedo from a U-boat. That is like a coffee percolator designed by Ken to maximize the hop flavor. So yeah. Соответственно, вот это вот устройство, которое называется иначе как торпеда, которое берет свое начало с торпеды из подводной лодки, потому что первоначально это устройство и выглядело как торпеда, оно лежало горизонтально, да. Но Кен Гроссман его усовершенствовал, и сейчас оно выглядит вот именно так, стоит горизонтально, такое большое железное устройство, которое используется для охмеления. It works a little bit like a coffee percolator. Here, you fill the inside with the hops, and then you let beer run through. Rather than putting hops into the tank and let them float, you can then, after a day of rotating the beer, you take it off, you replace the hops with fresh hop, put it on again, and get more flavor. Соответственно, используется оно каким образом? В его верхушку засыпается вот тот самый шишковой хмель, и под большим давлением, если вы сравниваете его с кофемашиной, на самом деле, как понимаете, вот вставляется спрессованный кофе, через который под большим давлением подается вода. В данном случае подается сусло из танка, которое там рециркулирует, и за счет этого получает от хмеля максимум его вкуса, запаха. And this beer was launched 7 years ago, and it became the best-selling IPA in America within 6 months, and it is still the best-selling IPA in America alongside Lagunitas IPA. Соответственно, запущено оно было в продажу производства всего лишь 7 лет назад, и всего за полгода стало бестселлером, самым продающимся именно IPA в Америке. Даже побилась, если не ошибаюсь, да, Лагунитас, так называемый, Гинс IPA, это еще один, да, коммерческий представитель. So, well, that was it, since we have to wrap it up a little bit. So, if you have any questions, I don't know if we have time. Yeah, at the start of your presentation, you said that Americans helped influence European crafting in beers. Yeah. But considering that many Europeans think that American beer is, put it nicely, dishwater, Yeah. how can you say that there's been so much influence in America? And do you think the founders and Sierra Nevada is going to change the opinion of many Europeans? Yeah, it does. But if you look at it, the wishy-washy water, the yellow fizzy thing that came out a long time ago, that was crap. It doesn't taste anything at all. But then like Ken Grossman and a couple of other brewers started in the 80s, and they saw all the old recipes from England. And in England, for instance, IPA had disappeared. There were 2 IPAs in the market in the 80s, and they were not close to what it is today. And so they kind of revitalized the brand. So the Russian Imperial Stout was gone, Porter was gone, the Pale Ales were gone, IPAs were gone. So actually showing the world that what could be done. They've now inspired Magic Rock, Beavertown, Stone Brewing Principle from America as well. Nick Keller is a big fan of their, yeah. So he just did a beer with them, a collaboration beer in America. So a lot of the young new brewers that's been coming up in 15 years, they all look to America. John, they still look to the kingdom to be the Belgians who own crafting, and then you have to get to the Irish market, you have to get to the German market, and you still haven't done that yet. Ireland is Sierra's 3rd biggest market in Europe. We haven't seen enough. We need more. Oh yeah, and Founders, it's actually their 6th largest is Ireland. Yeah, and Lagunitas is there too. So there's plenty of American beers in Ireland. But you had in the last 6-7 years like 75 breweries open up. And if you look at Galway Bay, you look at 8 Degrees, all of them are doing American style beers. So
You can say that they don't have a brewing tradition, so they took what was old and revitalized it. Kick people in the ass, actually. Say, you can do this. Jacob competing against the big boys, you know, Diageo, Guinness, Good, and then taking on Brewdog, which is the big Scottish name in America now. They're just open in America as well. So Brewdog is all inspired by San Diego. They are best friends with Stone Brewing. If you read the text on the back of Punk IPA, it's literally a copy of Arrogant Bastard. Yeah. So they've been very, very inspired. And then Brewdog helped the English market to kickstart Colonel, Beavertown, Forpure, Magic Rock, Cloudwater, all of those. Thornbridge. I mean, Martin Dickey worked at Thornbridge before Brewdog. He'd actually designed Jaipur. was made by Stefano, of course. There's three of them: Stefano, Martin Dickey, and Kelly Ryan. They all did that together. Those that beer and Kimmy. He says Stefano says that, Martin says that he did it. So it depends on who you talk to. But those three. So it's kind of reinventing the thing. That's what it's all about. Getting people to realize what can be done. That's why we are here at this festival. This can taste something. It doesn't have to be plain lagers all the time. It can actually taste something. Собственно, да, вопрос заключался в том, насколько Сьерра Невада влияла и до сих пор влияет на весь остальной крафтовый рынок. В общем-то, влияет и очень сильно. Они стали теми, кто вдохновил людей на переизобретение, на переоткрытие кучи традиционных стилей, таких как IPA, стауты, портеры, которые были в свое время забыты, как и в Англии, на самом деле, тем более в Европе. Потому что во всех магазинах, во всех барах стояла та самая жидкость, прости господи, похожая на то самое, без вкуса, без цвета, без запаха. Да. А эти люди дали толчок всему практически мировому крафтовому творению. Вкратце говорить о том, что они сейчас обсуждали. So if there are any other questions, since we are short on time, I'll be down having some torpedo. So come and join me down there if you have any questions. Соответственно, если есть у кого-то вопросы, то задавайте их сейчас. Если сейчас вопросов нет, то Андрес очень хочет пойти выпить еще немного свежего торпеда, вы можете к нему присоединиться. Okay, thank you very much.